Приветствую вас на моем канале. Французское название pain d'épices по-русски дословно означает хлеб со специями или пряный хлеб, или по-русски пряник. Хотя, конечно, от пряника он все-таки сильно отличается. Так или иначе, это пряная выпечка с медом и специями. Происхождение пряного хлеба насчитывает тысячи лет. Прародителем его стал так называемый медовый хлеб, который пекли в Древнем Египте. Потом пекли греки, ну и потом римляне. Есть несколько версий попадания пряного хлеба в Европу. По одной из них рецепт принесли с юго-востока крестоносцы во время крестовых походов в 12-13 веке. По другой это был Чингисхан во время своих походов в Восточную Европу. Дело в том, что благодаря меду он очень калорийный и долго хранится, и даже использовался в средние века как антибиотик. И благодаря этим свойствам он стал незаменимым для воинов армии Чингисхана. А сам рецепт придумали китайцы в X веке во время правления династии Тан. И назывался он миконг, то есть медовый хлеб. Кстати, его и сейчас до сих пор пекут в Китае. И я думаю, что за наши пряники и ковришки мы тоже должны благодарить Чингисхана и татаро-монгольское иго, как это не было бы грустно. Первые письменные упоминания о пряном хлебе во Франции относятся к 1372 году. В те времена прерогатива выпечки пряничного хлеба была у монахов, и он распространялся через монастырские сети в Северной Европе, и особенно на германских территориях. И потом потихонечку перекочевал на северо-восток современной Франции, в район Эльзаса, Рейнса и в Дижон. Тогда его делали совсем по-другому. Смесь муки, воды и меда подвергалась брожению в течение минимум 6 месяцев. И потом уже из этой массы пекли хлеб. И только в 19 веке с приходом промышленного производства стали использовать соду и разрыхлитель. Производство pain d'épices встало на индустриальные рельсы, было построено огромное количество фабрик, которые работают до сих пор, потому что французы просто обожают свой pain d'épices. Ну и как мы, пряники, наверное. 200 грамм пшеничной муки, 50 грамм ржаной муки, 50 грамм тростникового сахара, 100 грамм сливочного масла, 150 мл молока, 250 мл меда, 1 яйцо, 10 грамм разрыхлителя, пол чайной ложки соды и пол чайной ложки соли, 4 звездочки бадьяна, 1 палочка корицы, мускатный орех, пол чайной ложки кардамона, пол чайной ложки аниса, 7 горошин душистого перца, пол чайной ложки молотой корицы, 1 чайная ложка молотого имбиря, пол чайной ложки кориандра, 5 гвоздичек, щепотка красного перца и 20 грамм апельсиновой цедры. Технология изготовления pain d'épices очень простая. Нужно просто все смешать. Я беру молоко, отправляю его в кастрюльку. Теперь отправлю в молоко все специи, кроме мускатного ореха. Молоко закипело. Выключаем нагрев. Аромат потрясающий. Теперь я сразу отправлю сливочное масло в горячее молоко, чтобы оно растаяло. Натру немножко мускатного ореха. Я все делаю на глаз, потому что точно отмерить, практически невозможно. Полагайтесь на свою интуицию. Соль и сахар. Так он лучше растворится. Соду и разрыхлитель я пока класть не буду, я потом уже в тесто положу. Накрываю крышкой и оставлю минут на 20, чтобы специи, ароматы настоялись все. Муку в большую миску я беру соотношение 1 к 3. То есть 1/3 ржаной муки и 2/3 пшеничной. Кому как нравится. Можно делать только ржаной, можно делать из белой, как вам угодно. Добавлю разрыхлитель и соду. На самом деле, может быть, достаточно и 1 разрыхлителя, но почему-то в этом рецепте добавляется еще и сода. Ну а как работает сода, я уже подробно рассказывал в своем ролике, когда делал лапшу для рамена. Если вам интересно, то посмотрите. И теперь через сито волью нашу смесь. Она уже хорошо настоялась. Протру, чтобы ничего не оставалось. Теперь вобью яйцо. И осталось только хорошо перемешать. Лучше это делать руками, потому что тесто нежное и комбайн все-таки не рекомендуется. Так, чтобы, конечно, не было комочков. Пробуем.
Пряненько. Я специально положил чуть меньше сахара, чем положено. На самом деле нужно было где-то грамм 100. Но так как я делаю карбонат, все-таки очень много сахара мне не хочется добавлять. У меня специальной высокой формы для выпечки нет, поэтому я купил вот такие вот одноразовые алюминиевые. Они, конечно, прилипучие, поэтому надо взять бумажку. Готовил 2 бумажки. И смажу их маслом. Потому что это все-таки изделие такое, которое может прилипнуть. И переливаю нашу смесь. До конца не нужно, потому что все-таки она немножко поднимется. Это, конечно, не дрожжевое тесто, но тем не менее. И в духовку. Лучше всего, конечно, если у вас духовка с конвекцией, при низкой температуре 150-160 градусов примерно на час, может быть чуть больше. И во время приготовления самое главное, ни в коем случае духовку не открывать, потому что тогда тесто опадет и там внутри могут образоваться дырки. Нам это не нужно. Если вы боитесь, что хлеб подгорит во время выпечки, то накройте его фольгой. Мой pain d'épices готов. Сейчас мы проверим. На самом деле лучше использовать термометр. Температура внутри хлеба должна быть где-то 99 градусов, тогда он готов. Но все, нож сухой, все хорошо. Теперь нам нужно завернуть его в пищевую пленку, пока он теплый. И в холодильник. Минимум на ночь, а лучше сутки. Хлеб за ночь настоялся. Теперь попробуем. Ну, видите, он легко отстает от формы. Сейчас его легко достанем. О! И посмотрим, что у нас получилось. Эта штука совсем не похожа ни на пряник, ни на ковришку. Она очень нежная, мягкая, ужасно вкусная и ароматная. Если бы я ее делал не для карбоната, который я собираюсь готовить, я бы сейчас с молочком бы ее всю съел, не задумываясь.